Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор ведущей этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на август 2026 года для весов, скорпионов, стрельцов, козерогов, водолеев и рыб. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то обратите, пожалуйста, внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. Ссылка будет также в описании, в комментариях к этому видео. Там же можно записаться ко мне на составление личного гороскопа, либо на обучение. Для тех, кто очень долго ждал обучения, у меня базовое уже осенью стартует базовый курс, на него уже можно записываться. И важно, если вы не знаете точное время своего рождения, то в таком случае постройте, пожалуйста, свой гороскоп на то время, которое вы знаете, и посмотрите, в каком знаке зодиака у вас находилась Луна в момент вашего рождения. Тогда смотрите прогнозы для знака зодиака Луны. Эти прогнозы тоже великолепно будут работать. И давайте разбираться со всеми знаками зодиака, что же нас ожидает в августе. Весы. С 1 августа по 2 сентября Венера, которая управляет всем вашим гороскопом, будет находиться в 12 доме гороскопа. В доме гороскопа, который отвечает за уединение, за дальние поездки, за закрытые организации, такие как больницы, санатории, какие-то режимные объекты. И когда Венера будет идти по вашему 12 дому гороскопа, это может быть сознательное, либо несознательное желание уединяться, закрываться, может быть, от других людей. И могут быть такие обстоятельства, когда вы можете срочно отправиться в какую-то поездку незапланированную, то есть никуда не собирались ехать, тут вдруг вам предложили друзья, вы резко собрались и поехали. Также, когда Венера идет по 12 дому гороскопа, это может быть период творчества, фотосессий, видеосъемок в работе, какой-то рефлексии внутренней в том числе, когда мы хотим разобраться в себе, может быть, даже больше времени посвятить играм, какому-то самопознанию и так далее. Но поскольку Венера будет идти по знаку своего падения, мы должны учитывать, что это вопросы могут подниматься еще и по здоровью, поэтому будьте внимательны к себе, не перетруждайтесь, не требуйте от себя слишком многого. Это время, которое требует небольшого отдыха. Со 2 августа по 18 сентября по вашему 9 дому гороскопа пойдет Марс. И Марс частично подтверждает то, что говорит и обещает Венера, потому что, в принципе, тоже Марс может создавать обстоятельства на какие-то внезапные зарубежные, в первую очередь, поездки, но также на покупку туров, на покупку обучения, на покупку каких-то знаний, допустим, даже тренера какого-то, инструктора нанимать и так далее. Марс есть по Марсу есть еще указания на какие-то совместные групповые поездки, также на совместное обращение в вышестоящие органы, к адвокатам, нотариусам, на то, что в этот период могут быть какие-то перемены в вашем мировоззрении, в вашей жизненной философии, на то, что вы можете спорить даже на какие-то религиозные темы, либо спорить с отцом, учителем, руководителем. То есть, допустим, поспорили с каким-то учителем, с каким-то репетитором и решили его поменять. Вот такие могут быть перемены, именно связанные с вашим обучением, именно связанные с вашим мировоззрением и с отношениями с вышестоящими людьми. А с 5 августа по 22 августа по вашему 10 дому, дому карьеры, статуса и репутации пойдет Меркурий. В принципе, Меркурий тоже говорит о том, что могут быть какие-то перерывы в работе, и поездки даже и по работе, в том числе командировки. Ну и к вам на работу тоже могут приезжать какие-то гости из другой страны, из другого города, допустим, коллеги. Вообще это время перемен в работе, для некоторых весов поиска работы, для некоторых весов время, когда вы можете
очень активно заниматься вопросами статуса и репутации, вопросами общественных дел. То есть, например, узнавать, как поменять паспорт, как подать документы, чтобы получить какой-то статус. Это время наведения порядка в своих социальных ролях. Ну и в целом можете еще как такой представитель своей компании выступать, либо рассказывать о том, что у вас происходит в каких-то общественных делах. В некоторых случаях, помимо того, что может быть какой-то отпуск, перерыв в работе, в некоторых случаях у весов может быть желание очень сильно поменять работу. На это будет очень много указаний. Поменять работу, поменять должность тоже. Возможно, вам что-то предложат, потому что когда Меркурий идет по 10-му дому гороскопа, могут быть и какие-то предложения, связанные с вашей работой. А 12 августа будет полное солнечное затмение в вашем 10-м доме гороскопа. И вообще затмение у нас происходит вокруг оси Раху и Кету, которые еще пока что находятся в вашем 5-м доме, находится Раху, Кету находится в 11-м доме гороскопа. И на ось 4 и 10 домов, дома места жительства и карьеры, они перейдут в ноябре. Но это уже будет первое затмение на этой оси. Закрывается полуторалетняя история, когда Раху и Кету шли по вашему 5 и 11 домам гороскопа. И открывается какая-то история, связанная с 4 и 10 домом гороскопа. Это с домом места жительства и с домом карьеры. Затмение в 10-м доме гороскопа точно так же указывает на какие-то перемены в работе и статусе, на то, что эта тема будет актуальна в ближайшие 1,5 года, смена должности. Я знаю, что у многих весов были проблемы с работой, ну, может быть, не у всех, да, но у некоторых весов были трудности с поиском работы, с устройством на работу, потому что у вас, помимо прочего, еще Сатурн идет по 6-му дому гороскопа. 6-й дом — это у нас тоже дом работы, и вот затмение в 10-м доме, переход Раху и Кету на эту ось могут кардинально менять какую-то расстановку сил в этом вопросе, хотя все равно по 10-му дому гороскопа пойдет Кету. Если вы не меняли работу, то у вас может появиться желание поменять работу. Если вы искали работу, то во время затмения я рекомендую вот вокруг затмения тщательно поискать работу, потому что это такая энергетика, которая способствует переменам в работе. В общем, это фокус, но не на всех сильно одинаково влияет затмение. Об этом мы будем говорить еще в отдельном видео про результаты затмений. И может быть так, что это не день в день и не в том же месяце у вас произойдут эти перемены. Это задел на ближайшие 1,5 года. Даже если у вас очень долго не было перемен, то в ближайшие 1,5 года в работе перемены будут происходить. А с 17 августа по 17 сентября Солнце зайдет в ваш 11-й дом гороскопа, дом наград, достижений, дополнительной прибыли, премий каких-то, счетов, бизнеса. Солнце подсвечивает какие-то вопросы, которые были не в фокусе вашего внимания, связанные с друзьями, связанные с вашими счетами, накоплениями, уровнем оплаты труда, с полагающимися вам выплатами, премиями, перечислениями и так далее. И помимо этого, это может быть время, когда вам нужно будет встречаться с друзьями, когда вам нужно будет заниматься счетами, картами, когда вам, может быть, станет известно о том, что у вас меняется уровень оплаты труда, может быть, бизнесом своим заняться, если у вас есть бизнес, либо кто-то, может быть, даже задумается в этот период, а не сделать ли мне что-нибудь такое, друзей объединить в какую-то команду и так далее. А с 22 августа по 17 сентября в этот же 11-й дом гороскопа в компанию к Солнцу зайдет Меркурий. И Меркурий тоже указывает на то, что могут быть вопросы закрытия, переоформления счетов, бизнеса, карт, могут быть вопросы подниматься даже в работе с руководителем об уровне оплаты труда, о ваших достижениях, о том, что вы сделали, о каких-то целях в работе, о каких-то целях в учебе, о каких-то целях, связанных с вашими путешествиями. То есть вы можете себе определять какую-то цель. Опять же, повторно, много общения с друзьями, с братьями, со старшими, если много общения в каких-то сообществах, активности в социальных сетях,
активности в общественных вопросах. А 28 августа будет частное лунное затмение в вашем пятом доме гороскопа, в доме детей, учебы, в доме творчества, влюбленности, романтики, проектов. И это уже у нас последнее затмение в пятом доме гороскопа на ближайшие много лет, завершение какой-то полуторагодовалой истории. Для кого-то это будет время зачатия, рождения ребенка, для кого-то поступление детей, для кого-то может быть финальный аккорд, финальная возможность влюбиться очень сильно или потерять голову от любви. Для кого-то это будет запуск проекта, может быть смена направления в учебе, может быть какое-то хобби, творчество и так далее. Но фокус будет смещаться. Даже может быть ремонт, начало ремонта, либо завершение ремонта тоже по затмению. И опять же результаты до полугода, и опять же не на всех очень сильно влияет. Это будем рассматривать еще в отдельном видео. Скорпионы. С 1 августа по 2 сентября по вашему 11 дому гороскопа пойдет Венера, планета любви, красоты и творчества. Венера здесь указывает на то, что вы можете с помощью какой-то группы людей входить в какие-то сообщества, друзья знакомят с другими друзьями, есть у вас команда, вы с этой командой добиваетесь каких-то успехов, ставите какие-то цели, входите в какие-то сообщества через ваших партнеров по браку и бизнесу, либо знакомитесь с их друзьями. Также это указание на то, что могут меняться друзья, может меняться окружение, на то, что может быть переоформление, закрытие счетов, карт бизнеса, изменения в уровне оплаты труда, изменения в ваших достижениях, каких-то наградах. Также это время, когда будет желание больше развлекаться, либо будут возможности развлекаться, особенно встречи с друзьями, встречи с какими-то покровителями и так далее. Со 2 августа по 18 сентября Марс пойдет по вашему 8 дому гороскопа. Все, что вы долго игнорировали, все, что вы долго не ремонтировали, все, на что вы долго закрывали глаза, оно может превращаться в срочное и важное. То есть это время, когда нужно решать какие-то вопросы, которые долго откладывались, которые долго не решались, которые долго были в подвешенном состоянии. Также это резкое желание уволиться, резкое желание поменять работу, резкое желание перемен. Возможно, какие-то, поскольку у нас еще Венера будет идти по 11 дому гороскопу и Марс пойдет по вашему 8 дому гороскопа, это могут быть какие-то внезапные изменения в уровне оплаты труда, внезапные новости по поводу каких-то выплат премий, которыми вы будете не очень довольны. Также это могут быть перемены в доходах у партнеров, споры за чужие ресурсы. И ресурсы это не только деньги, это наследство, это деньги, которые мы получаем от других людей, деньги, которые другие люди нам дают в отношениях. Также это время, ресурсы, которые нам уделяют другие люди, внимание. Например, сколько в отношениях кто друг другу уделяет времени, сколько друг с другом находится. То есть это какие-то споры за чужие ресурсы. В некоторых случаях у скорпионов это может быть продажа недвижимости. И в целом это период погружения в такую большую ответственность во все срочное, во все важное, погружение в какие-то тайные стороны жизни, может быть, сплетни, какие-то секреты у вас появляются, и вы не хотите ни с кем делиться. То есть это время такого ухода в себя даже в какой-то степени. И вроде с одной стороны Венера нас склоняет к тому, чтобы общаться с друзьями, с другой стороны у вас какие-то тайные секреты тоже будут. С 5 августа по 22 августа Меркурий заходит в ваш 9 дом гороскопа, и это время переговоров с отцом, учителем, руководителем, с вышестоящими органами, с государственными органами. Переговоры, в том числе по уровню оплаты труда, видите, для вас, скорее всего, это будет актуально по каким-то премиям, достижениям, но также это появление друзей, которые у вас появляются во время каких-то зарубежных поездок, во время учебы, появление друзей, которые разделяют с вами одинаково философию какую-то жизненную,
даже где-то будет много бюрократических моментов, много бюрократических переписок, обращения в государственные органы, какие-то тайны, связанные с отцом, учителем, руководителем. Ну и, в принципе, выяснять, допустим, искать для себя институт, в который вы поступаете, искать для себя какого-то учителя, тренера, духовного наставника и вот таких вот людей, адвокаты, нотариусы, то есть ученые люди. А 12 августа будет полное солнечное затмение в вашем девятом доме гороскопа, доме, который отвечает у нас за удачу, за жизненную философию, за высшее образование, за зарубежные поездки, за отца, учителя, руководителя, за власть, которую мы получаем. И получается, что затмение у нас обычно происходит на оси Раху и Кет. Раху и Кету пока что еще Раху находится в вашем четвертом доме гороскопа, в доме места жительства, Кету в 10-м доме гороскопа, и они в ноябре перейдут на ось третьего и 9-го дома, и будет у нас новый фокус на ближайшие 1,5 года, но это как бы первый звоночек, 9-й дом гороскопа, дом зарубежных организаций, дом власти. И по затмению в 9-м доме гороскопа могут пока что у вас появиться только первые как бы планы, либо первые события, которые произойдут, которые поменяют фокус на ближайшие 1,5 года. Это у некоторых скорпионов может быть на ближайшие 1,5 года период, когда вы будете иметь возможность получить какую-то власть, подняться на уровень руководителя, если вы не руководитель. Время, когда кто-то из скорпионов задумается о высшем образовании, о новом каком-то, да, задумается о каких-то духовных знаниях, то есть кто-то может пойти учиться на астролога. Помимо этого, это время разрешения важных вопросов бюрократических на ближайшие 1,5 года. То есть не обязательно, что это в день затмения все произойдет, но могут быть какие-то намеки, может быть начало чего-то, но всегда затмение по-разному влияет в зависимости от того, в каком градусе оно находится, и в зависимости от того, какие градусы у нас в гороскопе затрагиваются, поэтому по затмению еще отдельно поговорим. С 17 августа по 17 сентября Солнце будет идти по вашему 10-му дому работы, карьеры и статуса. И транзит Солнца по 10-му дому гороскопа — это прекрасное время для того, чтобы искать работу, заниматься вопросами статуса. Солнце подсветит какие-то вопросы, связанные с работой, статусом и репутацией, даст вам направление на ближайший месяц в какой-то степени, чем вам заниматься и что планировать. Ну и, как я уже сказала, это прекрасный транзит для того, чтобы искать работу и хорошую работу в это время найти. 22 августа к Солнцу присоединится еще и Меркурий в 10-й дом гороскопа до 17, до 7 сентября он тоже будет в 10-м доме гороскопа. И Меркурий тоже про то, чтобы искать работу, договариваться о работе, договариваться о вопросах получения статуса или получать статус, ваши награды демонстрировать, достижения демонстрировать в работе. Будет тоже с Меркурий создавать тенденцию на то, чтобы было желание уволиться, нежелание работать, либо желание что-то поменять, не только работу, но и должность, либо желание поменять статус. И Меркурий будет еще давать такую представительскую функцию, когда нужно будет говорить о своем статусе, либо говорить о своей работе, говорить о своих достижениях и все, что связано с вашей социальной ролью. А 28 августа будет частное лунное затмение в вашем 4-м доме гороскопа, который отвечает за место жительства, недвижимость и транспорт. Если скорпионы еще за эти 1,5 года не переезжали, то это еще один намек на то, что скорпионы могут переехать, купить недвижимость, транспорт, могут поменять школу, если вы учитесь в какой-то школе, если вы преподаете, то вы можете задуматься об открытии своей школы, либо это будет какая-то финальная история. И уже на ближайшие много лет Раху и Кету покинут
эту ось в ноябре, то есть вопросы недвижимости, транспорта, вопросы места жительства. У скорпионов очень много было вопросов, связанных с местом жительства, недвижимостью и транспортом. Они на длительное время вас оставят, вы обретете, наверное, какую-то стабильность, почву под ногами. Но о результатах лунного затмения более подробно еще будем, конечно, говорить ближе к затмению. Стрельцы. С 1 августа по 2 сентября по вашему 10-му дому гороскопа, дому карьеры, статуса и репутации, пойдет Венера, планета, которая у нас отвечает за красоту, удовольствие, творчество, за деньги. Но здесь, в этом транзите, Венера указывает на то, что будет период наведения порядка, исправления ошибок в работе, поиск, выявление ошибок, недочетов, то, что плохо работает, то, что плохо лежит, то, что плохо функционирует. И в первую очередь, кстати говоря, я сейчас буду рассказывать, но это в первую очередь может касаться партнерства и других людей. Вообще, в работе, кроме прочего, может быть, нужно будет демонстрировать свои заслуги, достижения, чего вы добились, что вы придумали, что вы сделали эффективно. Друзья могут помогать в работе, либо покровители как-то могут влиять на вашу работу, но покровители и друзья могут скорее влиять как-то негативно, то есть могут блокировать вам, наоборот, что-то в работе. И еще, помимо прочего, в работе может быть период фотосессий, видеосъемок, наведения какого-то порядка, красоты, ремонта, и подробности вашей личной жизни могут как-то всплывать наружу, и об этом могут говорить. Поэтому, если у вас есть какие-то тайны в личной жизни, то берегите их как зеницу ока. Этот транзит может выносить на поверхность какие-то такие истории. Со 2 августа по 18 сентября по вашему 7-му дому гороскопа пойдет Марс, и Марс подтверждает историю того, что именно личные отношения будут в фокусе и на поверхности. Если вы руководитель, у вас есть какая-то команда, то вы будете заниматься чисткой этой команды, переформатированием команды, менять людей. Если вы просто работаете в какой-то команде, то тоже будут вопросы личных отношений, выяснения отношений, смены команды, перехода из отдела в отдел. Если у вас бизнес, то точно так же вопросы отношений с бизнес-партнерами. Кроме этого, в личной жизни такая же может быть история: выяснять отношения. Могут быть разлуки в личной жизни, либо встречи с партнерами из другого города, из другой страны. Какая-то ревность, нетерпимость в отношениях, желание разобраться. Но и подарки, но и какие-то страсти тоже будут происходить. С 5 августа по 22 августа Меркурий пойдет по вашему 8-му дому гороскопа, дому кризисов, дому стрессов, дому тайн. И Меркурий тоже говорит на какие-то резкие выходы из команд, резкую перемену команды, чистки команды, партнерства, изменения в партнерстве, изменение статуса в партнерстве и в работе. Возможно, даже отпуск на какое-то время, отдых от работы, высокий уровень ответственности и стрессов, высокий уровень нагрузки, тайны, сплетни, какие-то подковерные игры. В общем-то, это месяц такой больших секретов, больших возможностей, неожиданностей, внезапных перемен в отношениях, внезапных перемен в работе, в ваших личных решениях, и даже, возможно, где-то стоит держать те вещи, которые вы будете делать, в тайне. 12 августа будет полное солнечное затмение в вашем 8-м доме гороскопа, доме кризисов, стрессов, ответственности, неожиданности, рисков, чужих денег. И это будет первое затмение в вашем 8-м доме гороскопа. Их еще будет несколько. На ближайшие 1,5 года, в ноябре только, правда, у нас ось Раху и Кету поменяют свои знаки, кармические узлы, и у вас будет смещаться фокус.
фокус на ответственность, фокус на умение разруливать сложные кризисные ситуации, фокус на чужие деньги, на чужие ресурсы. А ресурсы — это и энергия, и время, и возможности других людей, которыми вы будете пользоваться. Это вопросы наследства, страховок. И, возможно, еще в момент затмения в восьмом доме гороскопа ничего и не произойдет, но будут какие-то уже наметки, будут какие-то уже, возможно, первые события, которые будут заворачивать дальше какие-то перемены в вашей жизни. И это касается ресурса, которым вы обладаете, который у вас будет, и касается того, как вы умеете лавировать в разных жизненных обстоятельствах. Но то, как все будет развиваться, и для кого это затмение будет важным, для кого, может, не очень заметным, это мы еще поговорим в отдельном видео. С 17 августа по 17 сентября Солнце зайдет в ваш девятый дом гороскопа, в свой собственный знак зодиака Лев. В какой-то степени это повышение уровня удачи, но это и проявление каких-то вопросов, связанных с отцом, учителем, руководителем, прояснение каких-то ситуаций. Фокус внимания ваш смещается на отношения с такими людьми, на взаимодействие с государственными органами, на то, чтобы поверить в себя, больше обращаться к Богу, к каким-то вышестоящим силам, возможно, посещать какие-то духовные мероприятия, храмы, возможно, захотеть съездить за границу и так далее. С 22 августа по 7 сентября Меркурий в компанию к Солнцу зайдет в ваш девятый дом гороскопа, и уже после 22 августа вопросы личных отношений, вопросы работы, карьеры, статуса и репутации начнут выравниваться. То есть вот этот период, когда будет турбулентно, он до 22 августа так явно может быть такой какой-то кризис в отношениях, в личных, в партнерских, в командных. Но с 22 августа картинка поменяется. По 7 сентября Меркурий укрепляет сферу брака, личной жизни, сферу партнерства, и сферу карьеры и работы. Опять же, могут подниматься вопросы должностей, статуса, возможно, переговоры с отцом, учителем, руководителем, с вышестоящими организациями, с какими-то зарубежными организациями, переговоры с бюрократические такие тоже, какие-то документы оформлять, все в таком роде. Много общения с руководителем с непосредственным, либо, может быть, вам какие-то будут предложения поступать, либо вы сами обращаетесь, и даже, может быть, отпуск какой-то короткий в этот период времени. 28 августа будет частное лунное затмение в вашем третьем доме гороскопа, доме собственных усилий, документов. И это, по сути, последнее затмение на этой оси на ближайшие много лет, как бы такая финальная точка завершения вопросов, связанных с вашими достижениями, успехами, с документами, которые вы, возможно, оформляли либо получали в последние 1,5 года, с бизнесом, который вы открывали, либо вы только сейчас собираетесь его открывать, с вашими хобби, с вашими какими-то усилиями, которые вы прилагали, чтобы достичь определенной цели. И можно сказать, что, возможно, даже будет период немного расслабиться, и не нужно будет как-то напрягаться, как-то доказывать, что я вот имею право или что я могу. Может быть, даже меньше будет в вашей жизни суеты, поездок, меньше общения, меньше каких-то разнообразных дел, которые вы могли, с которыми вы могли иметь дело в последние 1,5 года. Но фокус у нас будет смещаться в первую очередь на тему ресурсов, с темы собственных усилий. По результатам затмения, то есть это какое-то финальное затмение, если у вас кардинальных перемен в этих областях не происходило, то они еще могут произойти. И фокус смещается. Но по результатам затмения более подробно тоже поговорим в отдельном видео. Козероги. С 1 августа по 2 сентября Венера заходит в ваш девятый дом гороскопа. Дом гороскопа, отвечающий за удачу, за вышестоящие органы власти, отца, учителя, руководителя, обучение, зарубежные поездки. И для вас это
улучшающий транзит, потому что Венера выходит из 8-го дома гороскопа, из дома кризисов и стрессов, и заходит в дом удачи. Она будет улучшать ситуацию в работе, в статусе, в репутации, в обучении, в отношении с детьми, в ваших проектах, романах и влюбленностях, то есть получению какой-то возможности, шанса. В некоторых случаях у козерогов это будет период на перемены в работе, на смену работы у некоторых, на получение уровня руководителя у некоторых козерогов, либо вообще просто пока что только предложение, но все-таки хороший период для того, чтобы наладить отношения с отцом, учителем, руководителем, если у вас есть какие-то недопонимания. Но у некоторых козерогов еще могут быть любовные переписки и любовные взаимоотношения в это время с теми людьми, которые как руководители для нас. Со 2 августа по 18 сентября Марс пойдет по вашему 6-му дому гороскопа. Это период поездок, переездов по работе, командировок, период, когда вы будете активно вступать в какую-то конкуренцию. Точно так же вопросы смены работы, перемен в работе, неудовлетворенности работой, желание что-то поменять, изменение планов по работе, может быть, какая-то даже инвентаризация того, что вы делаете в работе, исправление ошибок, но есть большой риск здесь ошибок наделать. Есть большой риск нарубить с плеча, сгоряча, с маху, поэтому будьте аккуратны. И Марс еще говорит о том, что вот если у вас есть, например, кредит, то это может быть смена ставки по кредиту. Если вы занимаетесь спортом, смена программы какой-то спортивной, смена направления лечения. В некоторых случаях это могут быть вопросы ипотеки и ремонта недвижимости места жительства, то есть того места, где вы живете. Но и спорт активный, активная какая-то физическая нагрузка, все, что связано с активностью, с преодолением препятствий, у вас в этот период включается. С 5 августа по 22 августа Меркурий пойдет по вашему 7-му дому гороскопа, дому партнерства, брака, личной жизни, команды. Транзит Меркурия по 7-му дому гороскопа — это период вхождения в какую-то команду, смены команды, период поиска партнеров и команд. Допустим, если вы хотите поменять работу, то вы, может быть, не совсем работу хотите поменять, а поменять отдел на работе. Но для тех, кто устраивается на работу в этот период времени, это может быть знакомство с новым коллективом, вообще поиск партнеров активно, то есть хотеть с кем-то познакомиться, либо в отношениях пытаться там чего-то выяснить, наладить и так далее. Могут быть какие-то командные интеллектуальные соревнования, командные интеллектуальные, ну, не победы, а вот командные интеллектуальные какие-то брейнштормы, когда надо что-то придумать, когда надо что-то сделать, да, и вы не знаете как, и вы обращаетесь за советом, либо вы собираетесь все вместе и что-то придумываете. И совместные командные, может быть, поездки. Но некоторые козероги, кстати, могут сместить коллегу по команде, сместить или вернуться в какие-то старые отношения, попытки возврата в старые отношения, в старые команды. Что-то такое у вас будет, как бы желание очень сильных перемен и желание вернуться даже где-то в прошлое. А 12 августа будет полное солнечное затмение в вашем 7-м доме гороскопа. Пока что еще у нас ось Раху и Кету кармических узлов находится в вашем 2-м и 8-м домах соответственно, но с ноября Раху и Кету переходят в ваш 1-й и 7-й дом гороскопа. И затмение в вашем 7-м доме брака, партнерства, личной жизни — это первое затмение на оси, которое будет для вас очень актуально в ближайшие 1,5 года. Это темы партнерства, брака, личной жизни, темы отношений, тема эмиграции куда-нибудь к морю, океану тоже будет активна для некоторых козерогов. И
Возможно, в это затмение у вас наметятся какие-то планы по браку, личной жизни, наметятся какие-то планы по партнерскому бизнесу, по команде, по взаимоотношениям с другим людям. Возможно, вы примете для себя решение о браке, о смене статуса в отношениях, но это еще только такое первое затмение, поэтому, возможно, у вас только появятся планы, а все будет реализовываться в ближайшие 1,5 года. Однако для некоторых, может быть, это актуально уже в августе, но об этом будем говорить в отдельном видео, потому что все зависит от градусов, на которых будет затмение, и не у всех оно будет затрагивать, поэтому потом отдельно поговорим. С 17 августа по 17 сентября Солнце зайдет в ваш 8-й дом гороскопа, в дом кризисов, стрессов, тайн, неожиданностей, чужих ресурсов. Солнце подсветит какие-то вопросы, вынесет на поверхность какие-то вопросы, которые были от вас скрыты. То, что вы не видели, то, что вы не знали, то, что может повлиять как-то на вашу жизнь, на ваши решения. Вопросы ресурсов других людей, вопросы налогов, страховок, вопросы ответственности. Это период, когда вы можете получить больше ресурсов от других людей. Это ресурсы и финансовые, и временные, и ресурсы, связанные с вниманием других людей. Также это может быть период роста доходов ваших партнеров. С 22 августа по 7 сентября туда же в компанию к Солнцу зайдет Меркурий. Меркурий указывает на необходимость решения всех вопросов, которые у вас были в таком подвисшем состоянии, то, что вы долго не решали, то, что вы игнорировали, то есть все неважное, все несрочное станет важным и срочным. Это время большого количества дел, ответственности, время решения вопросов срочных, которые возникают у вас в работе, в здоровье, в долговых обязательствах, в спорте, в каких-то таких вещах. Может резко нарушиться ваш распорядок дня, и все, что было налажено, все пойдет наперекосяк, нужно будет как-то быстро на все реагировать. Также это время появления каких-то тайн в работе, время, опять же, какого-то недовольства уровнем оплаты труда, резкие перемены в уровне оплаты труда, опять же, работает точно так же. То есть у вас какие-то будут такие активности поиска работы, либо желание что-то поменять, даже пойти с руководителем разобраться, и тайны какие-то, которые у вас могут быть с руководителем вместе в этот период времени, какие-то сплетни в работе и так далее. 28 августа состоится частное лунное затмение в вашем 2-м доме гороскопа, доме денег, ресурсов, который точно так же нас отправляет в тему денег, в тему перемен в работе, перемен в уровне доходов, перемен в ваших ресурсах, которыми вы обладаете. Это отчасти изменение работы, это отчасти пересмотр ваших ресурсов с точки зрения того, что вы можете менять свой жизненный график, это отчасти желание навести порядок в своем здоровье, потому что ресурсы это сон, энергия и так далее, и так далее. Но эта тема уже перестанет быть актуальной в ноябре, потому что ось Раху и Кету поменяют свои знаки. Если у вас еще эта тема не была актуальной, то, возможно, вот это вот финальный аккорд у нас будет в августе, когда вы, например, там получите какую-то выплату, либо смените работу, либо займетесь зубами, полечите, либо начнете правильно питаться и так далее. То есть это будет тема уже актуально, финально. Дальше у нас меняется фокус. Но о результатах этого затмения точно так же будем отдельно разговаривать. Водолеи. С 1 августа по 2 сентября Венера пойдет по вашему 8-му дому гороскопа. Это срочные поездки, срочные переезды, срочная продажа квартиры, машины, стресс, связанный с мамой, какое-то расхламление, избавление от старых вещей, генеральные уборки, чистки, и так далее. Также,
Обратите внимание на ваш транспорт, на одежду, обувь, украшения, которые нужно было ремонтировать. Поремонтируйте заранее, потому что транспорт тоже может выходить из строя. Смены руководителя, резкие, внезапные смены руководителя, резкие, внезапные перемены, смена учителя, наставника и так далее. Также, когда Венера идет по 8-му дому гороскопа, это период, когда мы можем получать какие-то ресурсы от других людей и можем получать какую-то финансовую помощь, рост доходов наших партнеров тоже в какой-то степени. Но Венера будет в знаке своего падения, поэтому это могут быть еще и какие-то выяснение отношений, про ресурсы тоже. Со 2 августа по 18 сентября по вашему 5-му дому гороскопа, дому детей, творчества, романтики и влюбленности пойдет Марс. И Марс формирует комбинации на то, чтобы оформлять документы на детей, на учебу, на творчество, на какие-то проекты, также на то, чтобы менять работу, менять направление в работе, в отпуск уходить. Для некоторых водолеев это период прохождения обучения по учебе. Но с учетом того, что по 8-му дому гороскопа будет идти Венера в падении, транзит Марса по 5-му дому гороскопа может давать очень сильную ревность, какую-то страсть в отношениях, какие-то эмоциональные всплески. Будьте внимательны в отношениях, будьте внимательны с незнакомыми людьми, с которыми вы вступаете в отношения. Марс будет давать такую очень сильную эмоциональную реакцию. В вашей жизни могут происходить какие-то события, которые будут создавать такую эмоциональную реакцию. Это, например, когда мы пошли на спортивный матч, мы так впечатлились, у нас так много эмоций, у нас так много энергии. Это могут быть какие-то концерты, на которые мы давно хотели, тоже много эмоций, много энергии. Но все-таки это наша ментальность, 5-й дом гороскопа, когда мы очень сильно эмоционируем, когда мы очень сильно даем много нетерпения в этот мир, даем много каких-то эмоций, благодаря которым мы можем нарушать отношения с другими людьми, либо что-то в этом роде. То есть это очень повышенная период очень повышенной эмоциональности у водолеев, и ревности, и нетерпимости в учебе, и нетерпимости к детям, к ученикам, нетерпимости к тому, чтобы реализовать что-то, реализовать какие-то свои планы. Поэтому, кстати говоря, если вы инвестициями занимаетесь, это тоже август, это очень неудачный будет месяц, может быть неудачным месяцем для инвестиций, потому что будет много ошибок, будет много нетерпения. Будьте на расслаблении, старайтесь отлавливать эти моменты, фиксировать эти моменты и старайтесь расслабляться, потому что 5-й дом это дом отдыха, и будет вот такая вот какая-то очень яркая эмоциональность, которая будет мешать нам действовать и думать рационально. С 5 августа по 22 августа Меркурий пойдет по вашему 6-му дому гороскопа. И, кстати, как и Марс, Меркурий указывает на то, что вы можете еще сдавать какие-то экзамены. Экзамены, интеллектуальные соревнования, какие-то интеллектуальные споры тоже могут быть. Также транзит Меркурия по 6-му дому гороскопа — это период, когда вы можете решать вопросы, которые были раньше от вас скрыты, и вдруг внезапно вы узнаете какую-то информацию, и вам нужно этим заниматься. Поиск информации про косметику, про аптечные какие-то лекарства, про кредиты, про спорт, поиск, возможно, своего тренера, возможно, поиск ипотеки, всего, что с этим связано. Кроме этого, у некоторых это могут быть какие-то внезапные перемены в работе водолеев, внезапные предложения по работе, поиск работы, и водить еще детей по поликлиникам, по каким-то организациям, где нужно справочки оформлять, брать. Ну, тут и Марс тоже на это указывает, где нужно обследования какие-то проходить для учебы, допустим, тоже и так далее. 12 августа будет полное солнечное затмение в вашем 6-м доме гороскопа, и это первое затмение в 6-м доме гороскопа.
До этого затмения у вас были на оси 1 и 7 дом гороскопа. Сейчас у нас затмение вот с августа начиная на ближайшие 1,5 года на оси 12 и 6 дома гороскопа. Затмение в 6 доме гороскопа для водолеев на самом деле вот это первое затмение может давать желание уволиться, поменять работу. И некоторые водолеи действительно могут уволиться, но это увольнение это как уход во фриланс, свободный режим. То есть кто-то вообще не захочет работать, кто-то захочет работать на себя. Это смена режима труда и отдыха. Это перемены в вопросах лечения, спорта, кредитов. Но опять же, это только первое затмение, не всех оно сильно затронет, но, возможно, у вас могут быть уже какие-то мысли о том, что я хочу уволиться, я не хочу работать, я не хочу на кого-то работать. Или мой жизненный режим мне не нравится, или мне не нравятся мои вредные привычки, избавляться от вредных привычек. Но о результатах затмения потом еще поговорим отдельно. С 17 августа по 17 сентября Солнце пойдет по вашему 7 дому партнерства, брака и личной жизни, команд. Солнце прояснит какие-то вопросы, связанные с отношениями с другими людьми, прояснит какие-то вопросы в личной жизни, подсветит что-то, чем нужно будет заниматься. Также Солнце– это рост статуса партнера, либо какие-то важные события в работе происходят у партнера. Кроме этого, это период, когда могут появляться какие-то статусные клиенты, если вы с клиентами работаете. Ну и фокус смещается на партнерство в этом месяце, в ближайший месяц. С 22 августа по 17 сентября туда же в ваш 7 дом гороскопа зайдет Меркурий. Меркурий указывает на самом деле, знакомство, да, новое знакомство. Если вы не в отношениях, то такое может быть. Кроме этого, на то, чтобы входить в какие-то команды, знакомиться с какими-то партнерами, поиск партнеров на романтику и влюбленности, на какие-то свидания, на то, что в отношения вмешиваются третьи лица, либо какие-то внезапные предложения, связанные с партнерством и отношениями. Ну и в целом выяснять информацию о том, как, допустим, зарегистрировать отношения, о том, как создать партнерский бизнес, и либо много консультаций, много людей про вас в этот период вспоминают, много встреч с теми, с кем давно не виделись и так далее. А 28 августа частное лунное затмение в вашем 1 доме гороскопа. Это уже такое финальное затмение в вашем 1 доме гороскопа. Ось Раху и Кету в ноябре меняется. Перемены в теле, во внешности, в вашей подаче, но точно так же и статус, и репутация, и карьера, поэтому затмение в 1 доме тоже может влиять на желание работать либо не работать, на изменения в уровне должности, но также и на внешность, на перемены в теле. В некоторых случаях это беременности у женщин, это рождение детей, это кардинальные перемены во внешности, когда мы очень сильно хотим поменяться, это фокус на здоровье и так далее. Результаты затмения, опять же, будем обозревать отдельно, потому что не на всех сильно влияет, на кого-то уже могло повлиять, на кого-то еще повлияет, но это как бы финальная такая история, потому что следующий фокус будет на то, что мы как работаем, где мы работаем, какие у нас есть привычки, как мы выстраиваем свой быт и так далее. Рыбы, с 1 августа по 2 сентября Венера пойдет по вашему 7 дому гороскопа. Венера– планета любви, красоты, творчества, партнерства, поэтому, в принципе, это время партнерское. Время на то, чтобы оформлять документы на партнеров, на партнерство, регистрировать партнерский бизнес, либо переоформлять партнерский бизнес, потому что в отношения могут еще вмешиваться какие-то обстоятельства, третьи лица, какие-то внезапные истории. Но также это время заключать какие-то сделки, соглашения, связанные с партнерством рабочим, либо сделки, соглашения, связанные с 6 домом гороскопа, то есть это с ипотеками, в партнерстве ипотеку взять, с спортом. Это, например, когда спортсмен заключает сделку, заходит в какую-то команду,
с лечением, допустим, на какое-то индивидуальное ведение, либо медицинскую страховку купить. Также это время на знакомство в переписках, на знакомство в коротких поездках, на знакомство через друзей, братьев и сестер и встречи с братьями и сестрами и друзьями. Со 2 августа по 18 сентября по вашему четвертому дому гороскопа пойдет Марс. Марс в четвертом доме гороскопа — это, кстати, еще одно указание на то, что могут быть какие-то вопросы покупки, оформления недвижимости, транспорта, вложения денег в недвижимость, транспорт, финансовая помощь маме, к вам домой, кстати, могут приходить представители каких-то органов власти, но это могут быть еще и зарубежные поездки. А вообще транзит Марса по четвертому дому гороскопа. Четвертый дом — это внутреннего ощущения счастья дом. Это время, когда мы становимся очень нетерпимы с точки зрения того, что мы что-то хотим в нашей жизни поменять, когда что-то застоялось, когда нам нужно действовать, когда нам нужно много энергии, сил, когда мы раздражены, не удовлетворены, и мы делаем все для того, чтобы это поменять. Но все равно и время для того, чтобы заниматься вопросами места жительства, проживания, активно что-то менять, перестраивать, допустим, у кого-то даже там стены ломать, у кого-то срочно хочу квартиру покупать и все, что с этим связано. 5 августа по 22 августа по вашему пятому дому гороскопа пойдет Меркурий. И вот Меркурий указывает на то, что как раз-таки от недвижимости, транспорта можно получить какую-то прибыль. То есть, с одной стороны, вы вкладываете, с другой стороны, вы получаете какую-то прибыль. То есть, например, поменять квартиру, поменять машину, получить какую-то от этого прибыль. Либо купить квартиру и сдать ее, либо купить машину и отдать в аренду. Улучшения в сфере недвижимости, транспорта на какой-то промежуток времени в личных отношениях, заниматься вопросами совместно с партнером, решать вопросы детей, вместе учиться, вместе посещать какие-то концерты, творческие мероприятия, какие-то такие выставки и так далее. Для кого-то это период романтики и влюбленности из рыб, и много общения с детьми, много общения по поводу организации каких-то мероприятий и организация каких-то мероприятий в том числе. 12 августа будет солнечное затмение в вашем пятом доме гороскопа, доме детей, творчества, романтики и влюбленности. И это первое солнечное затмение на этой оси на ближайшие 1,5 года. Ось Раху и Кету у нас меняет знак в ноябре, то есть в ноябре Кету зайдет в ваш пятый дом гороскопа, Раху зайдет в 11 дом гороскопа. Вместе с тем, уже сейчас вы можете почувствовать какие-то перемены, намеки, начало чего-то, связанного с запуском проектов, с переменами в сфере детей, деторождения. У кого-то из рыб могут родиться дети, может быть зачатие ребенка. У кого-то дети взрослеют, становятся самостоятельными. У кого-то начало учебы, у кого-то завершение учебы. Ну, кету в пятом доме — это больше про то, что, конечно, может быть, отдаление от детей, то есть дети более самостоятельные, либо завершение учебы. Но вообще еще пятый дом — это дом подарков, поэтому какие-то крупные подарки в ближайшие 1,5 года. Может быть, даже кто-то уже сейчас может получить в августе. Но о результатах затмения будем еще разговаривать отдельно. С 17 августа по 17 сентября Солнце заходит в ваш шестой дом гороскопа, и это период прояснения каких-то вопросов, связанных с работой, с режимом вашего дня, расписанием, вопросов, связанных с кредитами, ипотеками, кстати, опять же, с лечением, со спортом. Транзит Солнца по шестому дому гороскопа — это обычно период, когда мы всем помогаем, когда мы обращаем внимание на то, что мы там неправильно питаемся, на наши вредные привычки, на наш образ жизни, и другие люди часто у нас просят какой-то помощи. Это время служения, но и перемен в работе. У кого-то из рыб может появиться желание что-то поменять в работе тоже. Тем более, что с 22 августа по 7 сентября в компанию к Солнцу в ваш шестой дом гороскопа зайдет Меркурий, и у многих рыб транзит Меркурия по шестому дому гороскопа — это будет поиск работы. Поиск работы, поиск информации о каких-то лекарствах, лечении, о каких-то справках, о
опять же, о кредитах, о спорте, поиск спортивного зала, поиск тренера. Но еще есть указания на поездки, переезды по работе, на небольшой ремонт, на помощь маме в вопросах лечения, в вопросах поликлиник, банков, справок, помощь партнерам в таких же вопросах, какие-то интеллектуальные соревнования вместе с партнерами тоже. Ам, Заниматься какой-то работой вместе с партнерами, решать какие-то накопившиеся вопросы, менять режим, бороться с вредными привычками совместно. Это тоже хорошо, если вы вместе, допустим, там с завтрашнего дня правильно питаемся. Все, вот эти транзиты на такие вещи в том числе. И 28 августа будет частное лунное затмение в вашем 12 доме гороскопа. 12 дом гороскопа, дом уединения, больниц, дальних поездок, каких-то дальних стран, закрытых организаций. Затмение в 12 доме гороскопа может уже закрывать такие какие-то вопросы у вас, связанные с посещениями больниц, с поездками, переездами, с посещением закрытых организаций. Ам, В ноябре у нас уже эта ось поменяется, вопросы станут другие актуальные. Но если вы еще не переезжали, то возможен переезд. Если вы не занимались каким-то творчеством, то, возможно, это период какого-то творчества, уединения, необходимости посещения больниц, необходимости посещения закрытых организаций и так далее. И уже у нас будет смещаться фокус на вопросы творчества, на вопросы детей, на вопросы проектов, на вопросы ваших достижений. То есть для вас даже в какой-то степени то, что эта ось меняется, будет хорошо, потому что вы будете получать плоды от того, что вы хорошего сделали. В ближайшие 1,5 года вы будете получать плоды своих выборов, плоды своих каких-то поступков, и достижения какие-то, вопросы достижений какие-то будут подниматься. То есть уходит рутина, наступает период какого-то творчества и наступает период каких-то достижений. На этом наш сегодняшний прогноз для весов, скорпионов, стрельцов, козерогов, водолеев и рыб завершен. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. И до новых встреч. Пока-пока.